Привет! Я управляю телеграм-чатом и целым сообществом, но знаете, это стало очень утомительно. Постоянный спам, флут и нарушители отнимают много времени. Я устал выполнять рутинные задачи вручную и решил автоматизировать процесс. Я начал искать телеграм-ботов или какие-то публичные решения для управления всем этим хаосом. Первый бот, который был у нас в чате, был Group Help Bot, и он очень сильно лагал, отвечал, работал с большими задержками и был неудобен в настройке управления. Его быстрее чем за сутки заменили на Розу. Бота с минималистичным интерфейсом и функционалом, достаточным для небольшой беседы. Она быстрая и удобная. Знаете, хочется чего-то покрасивше и поудобнее, может быть. Чего-то такое, которое бы повысило бы активность в чате и было бы удобнее как нам, модераторам и администраторам, так и участникам чата. Мы решились перейти на T22, в том числе из-за того, что ее создали разработчики очень удобного бота для Discord сообщества Mi6. А еще мы купились на рекламу этого бота. Бот был в принципе удобным, но не удовлетворял все наши потребности. Он глючил, банил за отправку картинки или не реагировал на бан-слова, которые мы в него написали. А еще он очень часто был недоступен. Вы знаете, мне надоело. Мне захотелось создать собственного бота-администратора, который удовлетворит все наши потребности. Тем более у меня уже был опыт создания ботов и веб-сайтов. Да-да, та самая красивая страничка ботов на самом деле веб-сайт. Перед созданием бота надо сначала определить, какие функции в нем должны быть. В боте должны присутствовать система наказаний, баны, мута, выдача предупреждений, система уровней с опытом и уровнями, команды для триггера любой функции из других систем. Также в боте должна присутствовать система фильтрации сообщений, чтобы вызывать команды, выдавать наказания за спам и или слова из черного списка, а также для начисления уровней за сообщения. План составлен, все готово к работе. Теперь самое время создать бота. Вместо того, чтобы сразу навесить весь функционал, я развивал его постепенно, от простых команд в целевой системе. Я стабильно выпускал обновления, и бот потихоньку нарастал функционалом. Сначала появилась базовая таблица лидеров. Она была простой. Бот просто писал список с очками, но захотелось сделать ее интереснее. Поэтому позже таблица стала показывать и самого пользователя, который ее вызывал, чтобы каждый чувствовал увлеченность, а потом она переехала на собственную страничку на сайте, то есть веб-приложение Telegram. Также в боте с самого начала была команда, которая показывала статистику участника чата. Изначально это было сухое текстовое сообщение, но я сделал из нее красивую карточку с данными игрока. Теперь это стало элементом персонализации и чем-то, чем можно похвастаться в чате. На протяжении эксплуатации бота я заметил проблему. Люди писали гигантские сообщения, а потом удаляли их, чтобы быстро получать опыт. Я добавил модераторам и администраторам возможность заблокировать людям получение огромного количества бесплатного опыта. К сожалению, бот не может пока сам определить, когда какое сообщение было удалено. Поэтому пока использую временное решение, но я планирую исправить это в будущем. В один момент мне было недостаточно просто отправки сообщений, прошло время создания сайта для бота. Через него стало удобнее управлять и настраивать функции. Здесь я получил больше свободы, чем в обычных сообщениях. А в последнем обновлении я добавил магазин косметики. Участники могут менять фон, повышать аватар карточки и выделяться в таблице лидеров и чате. Это сделало систему уровня не просто счетчиком, а настоящей мотивацией оставаться активным. На следующее обновление у меня есть много крутых мыслей. Мне хотелось бы добавить. Для пользователей надо пересмотреть экономику. Покупать косметику за валюту, за которую ты соревнуешься в таблице лидеров, не очень интересно пользователю. Надо создать другую валюту, вот, например, монеты, направленную чисто на трату и развлечения. Создать мини-игры, где ты за эту валюту, то есть монеты, можешь развлекаться, развлекать других. Вот, например, русская рулетка, кейсы с косметикой, может даже и торговая площадка, но это довольно большая и грандиозная затея. Ну и классические, и не только мини-игры. Змейка, Тетрис, Сапер. Для админов и модераторов. Удобное редактирование настроек бота с админом через сайт. Добавление собственных команд, которые выдают текст при их активации. Если будут мини-игры, их можно регулировать через админ-панель. Я создавал этого бота в первую очередь для чата моего друга, Fantasy, но активность там пошла на спад. У меня сейчас нет других настолько активных чатов, где понадобится этот бот, так что, вероятно, разработка этого бота подходит к концу. Но, тем не менее, я получил не просто инструмент для модерации, а целый системный комплекс внутри чата. Администраторам стало в разы проще управлять сообществом, а сообществу интереснее общаться и находиться в чате. Если у вас есть идеи, какие еще фичи можно в него добавить, смело пишите в комментариях. Ссылку на беседу, в которой работает этот бот, я оставлю в комментариях. Лайк, подписка, колокольчик, всем удачи и всем пока-пока-пока-пока.